Всем привет, дорогие зрители, подписчики, а также гости моего канала. Сегодня 10 января 2022 года. Это вторая часть о годичном цикле развития виноградного растения. О первых трех фазах смотрите в первой части. Четвертая фаза вегетации начинается с конца цветения и завершается в момент созревания ягод. Она длится от 1 до 2 месяцев, в зависимости от сорта винограда. Ягоды, достигшие 3-4 мм в диаметре, многие осыпаются. Из оставшихся ягод формируются грозди. Ягоды в этот период зеленые и твердые, и сами активно фотосинтезируют. Пазушные почки, расположенные у основания побегов, заканчивают свое развитие, и в них идет активно закладка зачатков соцветий. Процесс формирования зачаточных органов в почках начинается у основания побегов, затем перемещаются к средней и верхней части. В этот период виноградное растение потребляет до 50% всего годового потребления воды, так как ягоды, увеличивающиеся в размере, требуют большое количество воды. Ягоды, увеличившиеся в размере, теряют хлорофилл и перестают фотосинтезировать. В конце четвертой фазы ягоды, увеличиваясь, достигают практически максимальных своих величин. Но ягоды остаются очень кислыми, так как преобладают в них яблочные и винные кислоты. В зеленых побегах, в многолетних частях и также в штамбе начинается процесс откладки филогена, который способствует образованию корки и вызреванию куста. В этот период нужно особо обращать внимание к химической защите виноградных растений. И в период обработки химическими препаратами нужно особо внимательно обращать на срок ожидания химических препаратов. Пятая фаза вегетации начинается вызреванием ягод. Она длится от 2 недель до 2 месяцев, в зависимости от сорта. Ягоды размягчаются, кожица становится тонкой. У белоокрашенных форм винограда исчезает зеленый цвет, а у окрашенных форм винограда ягода начинает приобретать характерный окрас для данной формы винограда. Также в ягодах увеличивается содержание сахара, уменьшается содержание кислот. Семена в ягодах начинают приобретать коричневый окрас. Усиливается вызревание побегов, который распространяется к средней и верхней части. Так как кожица становится тонкой и теряет свою эластичность, во время дождей, как правило, ягоды трескаются и загнивают. Различают как полную зрелость ягод, так и техническую и потребительскую. Полная зрелость ягод — это когда ягоды покрываются пуриновым налетом, количество сахара в ягодах становится максимальной, семена в ягодах полностью вызревают. Также различают техническую зрелость, когда ягоды готовы к переработке. Также для столовых сортов винограда различают потребительскую зрелость, когда вкусовые качества винограда способствуют его к употреблению в пищу. Шестая фаза вегетации начинается полным вызреванием ягод и оканчивается листопадом. В дальнейшем абсолютное накопление сахара ягода приостанавливается, но относительно его содержания увеличивается, так как ягоды теряют содержание влаги. После полной уборки урожая до момента листопада
виноградное растение готовится к перезимовке. У ранних сортов винограда это время намного больше, нежели у позднесозреваемых сортов. В этот период виноградные листья начинают работать на обогащение виноградного куста питательными веществами. Усиливается вызревание лозы. Также почки готовятся к перезимовке. Чем больше вызревает лоза, тем лучше проходит она закалку и лучше подготавливается к перезимовке. С наступлением холодных ночей листья перестают фотосинтезировать. У основания черешков образуется пробковая прослойка и происходит естественный листопад. Часто осенние заморозки убивают листья, тем самым сокращая время подготовки виноградных листьев к перезимовке. Период относительного покоя продолжается от 4 до 5 месяцев. Она тянется с ноября по март месяц. К началу относительного покоя все виноградное растение покрывается пробковым слоем, что максимально сокращает потерю влаги. Хотя и отсутствуют признаки роста, но в виноградном растении продолжают протекать обменные процессы. Различает физиологический покой всего виноградного растения, также физиологический покой почек. Так виноградные почки осенью даже при благоприятных внешних условиях не тронутся в рост, так как они находятся в состоянии физиологического покоя. Во второй половине января виноградные почки находятся в состоянии вынужденного покоя, так как при внешних благоприятных условиях виноградные почки могут тронуться в рост. Как часто бывает у нас в Крыму, в конце января, в начале февраля. Так называемые февральские окна могут спровоцировать рост почек, что приведет к вымерзанию почек. Это все, что я хотел рассказать. Всем пока, до новых видео.